Привет всем! Сегодня мы рассмотрим несколько приемов работы с камерой. И первый прием, который мы рассмотрим, называется Walk View. Или дословно, если переводить, прогулочный вид, а по сути это означает вид от первого лица. Переходим в вид от камеры, нажимаем View, Navigation. И в самом низу, самый последний, если у кого-то не высвечивается он изначально, нужно нажать здесь на стрелочку, треугольник, и тогда у нас вылезет самый последний Walk Navigation. Нажимаем, и с того момента, как мы нажали Walk Navigation, камера полностью повторяет движение нашей мышки. Вот. Чтобы остановить это безобразие, нам нужно нажать на левую кнопку мыши, и все закончится. При этом можно записывать анимацию движения камеры, то есть ключи движения камеры. Для этого нужно включить здесь эту кнопочку до того, как вы включите Walk Navigation. И до того, как вы включите Walk Navigation, нужно включить Play. После этого выбираем Navigation, доходим до Walk Navigation. И в принципе ждем, когда уже пройдет полностью наш таймлайн. И с началом нового таймлайна нажимаем Walk Navigation и начинаем записывать движение нашей камеры. И мы видим, да, что здесь огромное множество ключей прописываются, движение нашей камеры. Когда закончится таймлайн, и вот он заново пошел, сейчас я мышкой уже не двигаю. Это уже идет запись анимации, идет движение камеры идет, повторяется по ключам. Вот мышка уже в принципе свободная, можно нажать на паузу. Мы видим, что движения немножко, конечно, отрывистые, да, но все это можно регулировать вот в этих разделах Graph Editor или Non-Linear Animation. Это мы рассмотрим в одном из следующих уроков. Сейчас я все это поотменяю, и мы рассмотрим следующий прием. Это Track to. Бывает так, что нужно, чтобы камера неотрывно следила за каким-либо объектом. Как этого достичь? Переходим в Constraints, Add Object Constraint и выбираем Track to. Автоматически он у нас уже, наша камера уже выбрала, что следить она будет за кубом, потому что в принципе других объектов, за которыми здесь можно следить в этой сцене, нет. Вот, но когда множество есть объектов, мы выбираем здесь цель, таргет с помощью пипетки. Вот мы выбрали куб, здесь прописалось, что теперь наша камера следит за кубом. И сейчас это проверим. Выделяем наш куб, нажимаем клавишу G и двигаем по сцене наш куб. Вот, камера безотрывно следит за ним. Создадим небольшую анимацию. G. Вот сюда его. Пропишем ключ I location. И потом следующий кадр, допустим, у нас где-то будет 100-й кадр. Передвигаем наш куб сюда. Опять ключ, location, вид от камеры. Передвигаем таймлайн в начало. Проигрываем. Вот видим, что куб перемещается. И камера безотрывно следует за ним. Вот. Здесь-то еще даже лучше видно, да?
И еще один момент, который мы рассмотрим, как сделать так, чтобы камеры в нашей анимации переключались без каких-то там монтажных склеек. Допустим, в сцене есть несколько камер, и мы можем поставить в нашей анимации маркеры, что на определенном кадре вид будет переключаться с одной камеры на другую. Довольно удобный прием, который помогает избежать работы с монтажными склейками. Добавим в нашу сцену еще одну анимацию, еще одну камеру, точнее говоря. Я хочу сделать на вид сверху. Так. Добавляем камеру. Вот наша камера. Сейчас мы ее поднимем повыше. Сюда куда-нибудь. Сюда добавим мы еще один объект. Пускай это будет сфера. Выделяем нашу камеру. Проверим, как оно все это дело смотрится. Вот. И сделаем небольшую анимацию. Допустим, вот из этого угла тоже прописываем. Нет, еще не прописываем. У нас закончилась эта анимация. Анимация куба закончилась на 100-м кадре. Мы продолжим, допустим, со 105-го. Вот. Пускай анимация нашего шарика начнется со 105-го кадра. Тоже прописываем ключ location. И, допустим, где-нибудь 140-й кадр у нас будет. Меняем location нашего шарика вот сюда. Прописываем еще один ключ, тоже location. Что у нас получается? Проверим. Вот, все отлично. И сократим нашу анимацию до 145 кадров, чтобы слишком долго не пришлось ждать после окончания анимации для повтора. Теперь нам нужно прописать, с какого кадра какая камера будет работать. Вот мы выделили эту камеру. Пишем, что она будет работать с первого кадра. И здесь выбираем маркер. Bind camera to markers. Привязать камеру к маркерам. Вот. Эта камера с 100-го. Ой, с первого кадра будет работать. Так, находим другую нашу камеру. Вот эту. Пишем, что она, допустим, будет работать у нас со 102-го кадра. И тоже прописываем ей маркер. Вводим камеру сюда. Проверяем.
Так, почему у нас вторая камера не сработала? Сейчас разберемся. Второй кадр. Окей, какая-то ошибочка. Возможно, в первый раз у меня было выделено две камеры. Я не заметил. Проверяем еще раз. Сейчас вот видим, что на 102 кадре у нас камера 001 выделена. Сейчас должно все сработать. Проверяем. Вот, все отлично. Произошла смена кадра, смена ракурса.